Оля, что тебе сегодня приготовить? Хочешь том-ям с курицей? Нет, том-ям был вчера. Ну, тогда хинкали с курицей. Это было в понедельник. А может, тогда вареники? Дима, ты совершенно разучился меня удивлять. На востоке Казахстана популярным становится гастрономический туризм. Горожане специально приезжают на Джайляу, чтобы насладиться свежим кумысом и подышать горным воздухом. Перестал удивлять. Сейчас ты у меня удивишься. Оля! Собирай вещи. Мы летим в Казахстан. Друзья, я, наверное, задам вопрос, который волнует каждого, и ответ на который у меня у самого отсутствует. Зачем нас всех собрали? Вообще похоже на начало какого-то голливудского триллера про ограбление банка или... Здравствуйте. Добрый вечер. Ассаламу алейкум, Дастар. Алейкум ассалам. Вы как главы мафиозных кланов. А я Марлон Брандо. Марлон Брандо. Нет, я вас собрал, чтобы обратиться за помощью. Национальная кухня Казахстана исполнена таких потрясающих, необыкновенных, главное, оригинальных рецептов. И я хочу их все. Понятно, что эти блюда где-то остались аутентичными, где-то они изменились под влиянием времени, глобализации, чего-то еще. Поэтому вы мне нужны все 6. Вы поедете в 6 различных городов Казахстана и привезете оттуда самое коронное блюдо каждого из них. Ну, вы все очень популярны у себя в стране. Да? Также любите вкусную и хорошую еду, и вредную, да? Как и я. Да, и все вы достойные дети своей страны. Поэтому, я думаю, вам помогут местные жители найти самое коронное блюдо. А чтобы ваше путешествие было интересным, пункт своего назначения вы узнаете случайным образом. Мы проведем жеребьевку. Поскольку приключение у нас будет кулинарное, то и жеребьевка будет съедобная. Вот эти печеньки, в каждом из них лежит ваша судьба. Разбирайте вашу судьбу, а печеньки съест Жека. Я вот рад сразу. Вот мне нравится уже эта жеребьевка. Я могу за всех города посмотреть, если хотите. Куда? Туркестан. Нур-Султан. Париж. Париж. Ахтау. У меня родной город Усть-Каменогорск. У меня Алматушечка. А теперь вы все будете плакать и завидовать мне, потому что мне будет теплее всех, я еду в Шымкент. Нур-Султан. Нур-Султан, словно цветок, вырос и расцвел среди знойной степи.
Маленький провинциальный городок 90-х годов всего за каких-то 10 лет превратился в ультрасовременную столицу нового независимого Казахстана. История основания и развития Нур-Султана очень тесно связана с историей всего государства. В 1832 году на правом берегу реки Ишим в местности Кара-Отлек было возведено военное укрепление Акмолинск. Оно было построено для защиты южных границ казахских степей от джунгар, многократно беспокоивших местное население. Всем привет! Я очень рад, что мне настолько повезло со жребием. Я очень люблю столицу нашей страны, прекрасный город Нур-Султан. Не только потому, что это уже международный бренд, а потому что для меня это квинтэссенция всех стратегических замыслов и устремлений в будущее нашего независимого государства. Попытка построить современный мегаполис 21 века посреди казахской степи. Здесь столько всего, о чем хочется рассказать. С развитием молодого креативного класса в нашей столице появляются все тенденции и условия для жизни и работы молодежи. Коворкинги, капсульные отели, YouTube-студии являются символом их предпочтений. Минимализм, красота, простота, рациональность и ощущение принадлежности к креативному сообществу. Капсульные отели впервые появились 40 лет назад в Японии, а сегодня их можно найти во всех мировых столицах, в том числе в Нур-Султане. Здесь вы можете вздремнуть посередине активного рабочего дня, провести ночь счастливым проездом в городе, либо, как это делают тусовщики в Америке и Европе, отдохнуть после классной вечеринки. Ледовый дворец Алау был открыт в 2011 году специально для Азиады. Суперсовременное оборудование позволяет делать здесь самый быстрый лед в мире. На базе дворца занимаются фигуристы, конькобежцы, хоккеисты и даже керлингисты. Но площадка открыта не только для профессионалов, но и для любителей. Детские занятия проводятся бесплатно. Массовые катания проводятся с октября по апрель. Помимо этого, здесь постоянно проходят разного рода концерты, шоу и мероприятия. В общем, это один из центров притяжения города. Друзья, перед тем, как отправиться на поиски своего рецепта, я решил проконсультироваться со специалистом в области высокой кухни, а именно шеф-поваром ресторана «Селфи», нашим гостем из Москвы Русланом. Руслан, добрый день. Ержан, добрый день. Спасибо за встречу. Я просто вижу, что вы сразу решили меня чем-то угостить. Можно пару слов вот об этих блюдах? Да, сегодня я для вас приготовил два более таких локальных блюда. Это теплый казы-шужик с садовой зеленью и щечки жеребенка с картофельным эспума. Ну что, давайте пробовать. Выглядит, как я уже сказал до этого, просто потрясающе. Я думаю, что и на вкус, начнем с каза, это также невероятно. Я даже немного волнуюсь, но... Вы знаете, да, наверное, в первый раз я казы пробую именно с овощами, и мне кажется, что мы должны добавить это в наш национальный рецепт, потому что сочетание отличное. Как раз овощи, в данном случае я вижу огурцы, редиска, придают как раз вот этот хруст, хрустящих, чего мне лично не хватает обычно в бешбармаке. А теперь попробуем щечки жеребенка, которые томятся 18 часов перед тем, как их подают. Вот. Теперь, в принципе, понятно, почему так долго. Друзья, давайте сделаем так, чтобы в нашей стране было больше экспериментаторов и людей, которые развивают национальную кухню. Руслан, вам спасибо за встречу.
невероятно вкусно. Я сейчас все это доем. Вот. И удачи. Спасибо вам большое. Спасибо. Дворец мира и согласия. Это 62-метровая пирамида, которая была построена в 2006-м специально к Конгрессу лидеров мировых и традиционных религий. Друзья, я приветствую всех вас на кухне вместе с Дмитрием, который мне сегодня поможет приготовить наше блюдо. Это национальное филе барашка в современной интерпретации. Мы сегодня будем готовить его в томленом молоке вместе с гречишным медом, шпинатом, финиками, устричным соусом и белым кунжутом. Дмитрий, начнем? Начнем. Начнем с приготовления гарнира. Нам нужен будет шпинат, Так, немного чеснока окей, и устричный соус. хорошо. Я думаю, Для начала нам если ты меня проинструктируешь, я тебе буду помогать. нужна чатка. Отлично. У меня с такой скоростью, конечно, не будет получаться, как у Димы, но я могу попытаться. Отлично. Чесночок мы нарезали, нам нужно бланширнуть шпинат. Бросаем наш шпинат в кипяток, в кипящую воду. Я думаю, даже можно большими гроздями. И ждем буквально 10 секунд. Я думаю, что не нужно дольше держать шпинат в горячей воде, иначе он потеряет все свои вкусовые свойства. После этого мы должны перекинуть наш шпинат в лед, в холодный лед. А почему мы должны его охладить именно так? Чтобы не потерять цвет. И, насколько я заметил, у нас шпинат даже стал темнее немножко по цвету. Изумрудный, можно так сказать, да? Можно и так. Отлично. Итак, мы отбланшировали наш шпинат, и сейчас мы будем его готовить. Правильно, Дим? Да, правильно. Мы раскаливаем сковороду. Нам понадобится оливковое масло, устричный соус и бланшированный шпинат наш. Сейчас мы будем все это обжаривать и немного протомим в устричном соусе. Так. Достаем шпинат. Мне вот стало интересно, как получается устричный соус. То есть из устриц, Это делается из морепродуктов. из морепродуктов. Да. Окей. Окей. И как-то выжимают, наверное, да? Я так себе представляю. Так. Сковорода раскалилась. К сожалению, в Казахстане нет устриц. Это одна из вещей, которая меня очень сильно расстраивает, потому что я обожаю устрицы. Устрицы — это вообще моя самая любимая. Пока я буду готовить шпинат, вы можете заняться финиками. Отлично. Что делать? Нам нужны финики и козий сыр. Ничего сложного. Просто финик. Так, Вам берем нужно финик. убрать косточку изнутри. Руками можно? Нет, ножом. Можно ножом. Все понятно. Чуть-чуть надо надрезать, Все, отлично. не до конца. И убрать косточки. Ага, все. Ну, это выглядит не очень сложно. Я думаю, я справлюсь. Где-то минуту потомим. Кстати, я забыл вначале отметить, что у нас еще и вишневый соус присутствует в нашем блюде, что добавляет немножко сладковатый, да, я так понимаю? Сладковатый Дает немного вкус. кислинку больше, наверное, Кислинку. чем Окей. сладости. Окей. Пикантную кислинку. И скажем. отправляем в финик. Мы сегодня делаем фьюжн, друзья, то есть мы делаем традиционную баранину с таким, наверное, более европейским влиянием. Тут у нас и устричный соус, и шпинат, и вишневый соус, и кунжут, и чеснок. В общем, все будет, В принципе, у нас все готово, все на старте. все перемешано. Баранина у нас готова. Отлично. Гарнир готов, соус готов. Нам нужно 5 минут, чтобы запекся финик, и можем подавать. Ну что, и самый главный наш ингредиент, на котором основывается все наше блюдо, это наша родная казахская баранина, то, чем мы славимся, чем Казахстан известен. Дима, вкратце расскажи, пожалуйста, что мы с бараниной сегодня сделали. Мы томили баранину при низких температурах примерно 4 часа. Целых У нас- 4 часа. Да, То у есть нас она молодая становится- баранина. Отлично. Слушай, а почему именно при низкой температуре? И что такое низкая температура? Это типа 20 градусов, 30 градусов?
примерно 100 градусов. 100 градусов, Да, окей. Это считается чуть-чуть. низкая температура. При этом мы не теряем сочность мяса и вкусовые качества мяса. Отлично. А что происходит с жирком? Я знаю просто, что баранина достаточно жирное мясо. Вот за счет молока мы как бы специфический вкус баранины убиваем за счет молока и меда. Ну, кстати, я обожаю запах и вкус баранины. Я знаю, что немногим, не всем, точнее, этот запах нравится. Я прям люблю, когда жареная баранина чуть-чуть этот запах свой сдает. Но сегодня мы будем его смешивать с разными другими запахами. Давай сейчас посмотрим, как это будет происходить. Ну, друзья, по-моему, подача как в лучших ресторанах Мишлен. Посмотрите, как все это красиво выглядит. То есть вообще не похоже, конечно, на то, как баранину подают в аулах, допустим. Но здесь мы делаем произведение искусства, можно и так сказать. Просто ставим сверху. Как вишенка на торте, только вместо вишенки у нас сегодня финик с козьим сыром. Ну что, друзья, по-моему, я нашел то самое блюдо, которое я искал, и мне кажется, что оно очень сильно понравится Дмитрию. Это действительно фьюжн, это сочетание наших национальных традиций и высокой кухни из, не знаю, ресторанов Мишлен. Посмотрите, как это красиво все выглядит, какие здесь цвета, это палитра. Совершенно очень интересно, что-то из импрессионистов, я бы даже так сказал. Вот. Надеюсь, что на вкус это так же прекрасно, как это выглядит снаружи. Ну, еще одно доказательство того, что национальную нашу кухню можно привязывать к высокой современной подаче. Я думаю, что по подаче мы получим 10 из 10. Вот. Ну что, Дима, пойдем попробуем? Да, конечно. Ура, друзья! Вот мы и дождались этого момента. Наступил час X, когда мы можем попробовать наше филе баранины. Выглядит все прекрасно. И надеюсь, что вкус будет таким же интересным и экзотичным, как это выглядит снаружи. Да? Ну что, вперед! Дима, приятного аппетита! As balls in the star. Давайте попробуем. Так. Первое, что хочется сказать, что не зря баранина томилась 4 часа при низких температурах у нас. Действительно, мягкость просто поражает. При этом абсолютно не жирное мясо, которое не потеряло свою сочность и мягкость, как это должно быть. На самом деле, век живи, век учись, потому что абсолютно какие-то несочетаемые вещи, которые мне в голову до этого не приходили, сейчас кажутся абсолютно органичными и вполне дополняющими друг друга. Давайте теперь попробуем шпинат. Еще одна какая-то нотка. Слушайте, это блюдо, несмотря на небольшой свой размер, небольшую величину, на самом деле наполнено разного рода вкусами, смыслами и нотками, которые переливаются друг в друга, друг в друга, скажем так, да, лучше. Как в музыке, знаете, когда вы слушаете каких-то композиторов, и мелодия постоянно меняется. Слушай, ты, наверное, часто смешиваешь разные вкусы. Да, конечно, мы экспериментируем постоянно на кухне и постоянно открываем какие-то новые для себя сочетания, вкусы. Я даже слышал, что есть целая наука, по-моему, food pairing это называется, такое Да, модное pairing. английское слово. Да. Food от слова еда, pairing — это смешивание, сочетание. Что ты по этому поводу можешь сказать? Вообще интересная штука? Очень интересная программа. Разработали ее бельгийцы, придумали. То есть это на научном уровне. Они в лаборатории подбирают сочетание вкусов. То есть и по запаху, и по структуре, и по вкусу. Я так понимаю, это недавняя история, то есть это буквально несколько лет, да? Да, это года в этому направлении. 3 примерно. Года 3 даже? Да. Вау, очень круто. И в Казахстане это только недавно появилось. Начали работать с этим. А что вы смешиваете такого вот из интересного, можешь рассказать? Из интересного, например, мы смешали свеклу с черным шоколадом. Ух ты, я даже себе представить такого не могу. Это очень вкусно. Здесь, например, мы в этом блюде даже использовали эту программу. То есть здесь вишневый соус очень хорошо сочетается со шпинатом и бараниной.
Знаете, я сейчас подумал, что на самом деле, как и все в мире, фудпейринг тоже придумали казахи, когда они накладывают соркет и смешивают мясо с фруктами, с десертом и так далее. Вот. И все это в одном мешочке. Но на самом деле потрясающее сочетание. Как ты думаешь, нужно ли экспериментировать с национальными блюдами? Конечно, нужно. Да, потому что есть такое мнение, что как бы национальную тему вообще лучше не трогать, ее нужно законсервировать и подавать только в таком виде, какой она была на протяжении последних 100 лет. Ну, это не совсем так. Мы разрабатываем наши национальные блюда, только немного в новой интерпретации, и чтобы больше подходило под иностранных гостей. Вот. А что иностранцы вообще из казахских блюд предпочитают, по твоему опыту? Бешбармак. Самый национальный. Не зря, конечно, наша кухня ассоциируется с бешбармаком. То есть мясо, тесто. Вы с бешбармаком как-то экспериментировали тоже, что добавляли или... Да, у нас есть гурме бешбармак. Ух ты, вот это поподробнее. То есть там скажи. с разноцветным тестом мы делаем 3 вида теста. Вау, У серьезно? нас классическая жайма белая и 2 лапши разного. Одно замешивается на тыквенном соке, и второе на шпинатном соке. Ну что, давай попробуем наш финик. Я который еще, кстати, не попробовал. С козьим сыром. Очень хорошо будет сочетаться с кумысом. Да, кстати, друзья, у нас сегодня еще и кумыс ко всем этим делам. Но вот финик, это прямо чувствуется такое средиземноморское влияние. Что-то связанное с Италией, с югом Франции, с Испанией. Но с нашим мясом, как всегда. Слушайте, а сколько, оказывается, вкусов у кумыса? Вот он непонятно, то ли он горький, то ли он кислый, то ли Каждым блюдом он как по-новому пьешь его. То есть с каждым блюдом он сочетается по-разному. Вау, очень круто. Это как французы, допустим, в каждом блюду у них есть свой сорт вина, а у нас универсальный кумыс, который подходит вообще абсолютно ко всему. Ну что, друзья, Дима, как думаешь, твоему тезке Дмитрию Назарову понравится это блюдо? Думаю, очень понравится. Я думаю, человек открытый тоже для экспериментов. Вот, спасибо тебе большое, спасибо огромное. Я сегодня очень много нового узнал. Надеюсь, что и наши зрители тоже получили удовольствие. Ну что, друзья, вот и подходит к концу наш день в столице. Город Нур-Султан, с одной стороны, невероятно современный и прогрессивный, а с другой стороны, именно он сохраняет наши национальные традиции и колорит. Сегодня я узнал очень много о нашей национальной кухне, а также об экспериментах над ней. И, как мне кажется, я нашел тот самый рецепт, который отображает дух этого города, а именно сочетает традиции и современность. Поэтому, Дмитрий Назаров, ваш челлендж выполнен, и, как мне кажется, мое блюдо вас покорит.